сказки «Засыпайки» бабушки Яны. Первое знакомство. О том, что любо слушать, понимать и друг другу помогать. В одном доме, похожем на старый замок, жила одна девочка. Ну, как одна? Не одна, дружок. С папой, мамой да сестренкой малой. Как звали девочку, знаешь? Я бы звала ее Ио и Аней. Мама хотела звать ее Яной, но папа сказал всем не Ио, не Анна и даже не Яна. Имя принцессы моей Иоанна. Иоанна любила петь, танцевать, рисовать, в гости ходить, да книжки листать. Однажды пошла она в гости? Нет, в школу и научилась читать. С осени в доме, похожем на замок, папа камин разжигал до тепла, а Иоанна садилась к камину да сказки читала, порой до темна. В тот вечер она прочла в 100-й раз одну всем известную сказку и засмотрелась на огонь в камине. А тот расшалился там не на шутку. Пламя лизало поленья, как лижем мы с вами мороженки в жаркое-жаркое лето. Травишки трещали, стреляли искрами. Пиф-паф, бен-бен. Вдруг Иоанна слышит, как кто-то в огне пищит да лает. Мяу-мяу, тяф-тяф. Пригляделась девочка и видит в глубине камина, как в пасти дракона, каких-то рыжих зверят. «Мама! Папа!» — закричала Иоанна. «Спасите! Они там, в камине, погибнут, сгорят!» Но папа работал и девочку не слышал, а мама с сестренкой ушли погулять. Иоанна схватила каминные щипцы и решила спасти несчастных сама. Пригляделась к огню, а в нем не котята, курчата, 2 огненно-рыжих лисенка, да и сами они, поняла Иоанна, тот самый огонь, что пылает в камине. То прыгают в нем, то улягутся смирно. «Я Иоанна», — представилась незнакомцам девочка. «А вы кто?» «Мы-то, понятно, дети огня, братишки лисята, старший Пиф, младший Пав. Не тронь нас!» — предупредили огненные братцы. «А ты что тут делаешь и почему ты одна?» — спросили они Иоанну. «Папа работает, мама гуляет с сестренкой, а я здесь читаю книжку». «Книжку?» — оживились лисята. «Дай нам ее, поиграть!» «Ну уж нет!» — спрятала Иоанна сказку за спину. «Бумага боится огня. Вы же книжку съедите, и не будет ее у меня». «А что в ней такого?» «Там сказка. Я знаю ее наизусть». «Расскажи нам, про что там?» — попросили Пиф и Пав. «Про Колобка». «Про Колобка? А кто это?» «Это такая круглая булочка. Звали ее Колобок.
Он от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от зайки ушел, и от волка ушел. От нас бы не ушел, засмеялись огненные лисята. Расскажи нам другую сказку. Какую? Про нас. Про вас я сказок не знаю. Не знаешь? Нахмурили брови лисята и подняли хвосты пламени вверх. Так придумай скорей, а не то мы из камина-то выскочим. Полетит огонь по закоулочкам, пригрозили огненные лисята. Не понравилось Иоанне такой разговор. Да делать нечего. Ладно, говорит, расскажу вам старую сказку, да на новый лад. Лежите там смирно. Улеглись лисята, и огонь присмирел. Навострили зверушки ушки на макушке и слушают. Жили-были старый лис с лисицей с женой. У самого синего моря, перебил Иоанну братец Пиф. Нет, говорит Иоанна, лис с лисицей жили в лесу. Лис с лисицей жил в лесу, а колесицу несу, затявкал братец Паф. Ощи, строго сказала Иоанна, что на греческом языке означает нет. Иоанна, дружок, родилась в Афинах, где живут очень добрые, умные эллины. Чаще всего они приветливо говорят друг другу «не», что по-гречески значит «да». Но если надо остановить зло, добрые люди решительно говорят ему «охи». «Охи», — повторила Иоанна, — «если вы будете мне мешать, я возьму стакан воды и погашу ваш огонь», — пригрозила Иоанна. «Ну, тяв-тяв, стакан нам нипочем, тяв-тяв», — затявкал Пиф. «Тогда зачерпну ведро воды из бассейна, и вам не поздоровится», — сказала девочка. И тут Паф быстро закрыл рот младшему братцу пушистым огненным хвостом. Поленья перестали стрелять искрами бэн-бэн. Лисята улеглись и снова навострили уши. «Мы будем тебя слушать», — обещали они Иоанне. Так вот, лис с лисой обитали в лесу. Однажды старый лис проголодался и просит: «Матушка лиса, испеки мне булочку, кругленькую да сладенькую». «Как же я тебе ее испеку, муженек? Муки-то нет, нет и маслица». «А ты, жена, возьми корзину, доступай в магазин, смахни там с полки хвостом пакет муки да маслица». «Чем же я за них заплачу, муженек?» «А ты возьми корзину, лучше 2, ступай в лес, набери там грибов да малины, продай добрым людям, да купи нам мучицы да маслица». Лиса так и сделала. Набрала на опушке лесной столько белых грибов да спелой малины, что сам лис понес ее полные корзины на базар. И выручили они столько денег, что хватило им на мешок муки да кувшин масла. Дома навела лиса тесто целый таз и первым делом скатала любимому мужу булочку, кругленькую да сладенькую. Лоза у булочки изюминки, сдобный хвостик свернулся калачиком. Не дать не взять лисичка-сестричка. Вынула лиса из печи эту горячую булочку и положила на окошко. Пусть остынет. А на дереве рядом с их домом ворона сидела. Схватила ворона булку и в лес с ней улетела.
Бросился лис за вороной, а та села на самую пушистую елку и ждет, когда булка в клюве остынет. «Эй, воровка!» — закричал ей лис. «Еще чего? Какая тебе воровка?» — подумала ворона, но промолчала. «Отдай нашу булочку, кругленькую да сладенькую, а не то худо будет!» — пригрозил ей лис. Но ворона и тут промолчала. Лис грозил ей, рычал, лапами ветви у елки качал. Ворона только крепче свой клюв сомкнула. Прибежал старый лис домой ни с чем. Лиса ему и молвит: «Подожди меня дома, родной, присмотри за стряпнёй, а я мигом туда и обратно». Прибежала лиса к елке, где сидела ворона-воровка, зашептала ей ангельским голосом: «Воронушка, голубушка, да ты такая любушка, птица счастья, царица зверей. Как давно ты нам песен не пела!» «И то верно, — подумала ворона, — давно же я песен не пела». А дальше все было, как в басне Крылова. «Кар! Кар!» — нараспев закаркала ворона и проворонила свою добычу. Кругленько да сладенько булочка полетела вниз прямо лисице в лапы. «Браво, кумушка! 2 очка!» — похвалила ворону лиса. Так кричат в баскетболе, забившему мяч в корзину. Подхватила остывшую булочку и бегом домой лисица. А там голодный лис уж командует: «Жена, что есть в печи, на стол мечи». И вынула лиса из печи пироги, калачи, да еще большой каравай, шире рот раззевай. Не стали лис да лиса есть холодную булочку, наелись теплыми пирогами да калачами, а с караваем отправились в гости. Только вышли за дверь, а булочка глазами-изюминками хлоп-хлоп, сдобным хвостиком по столу стук-постук, ожила и превратилась в лисичку-сестричку. Огляделась, хвостиком махнула, и вся посуда сама перемылась. Черной лапкой тронула печку, и печь сама затопилась, а в печи-то суп да ладушки. Вернулись лис с женой домой, а там такая чистота, такая красота. На полу ни соринки, на палатях мягкие перинки, на столе скатерть белая, а на ней в тарелке оладушки. Откуда такое чудо? Удивились рыжие лисы. А булочка лежит в уголочке, глазками-изюминками хлоп-хлоп, хвостиком по лавочке стук-постук, спрыгнула на пол и превратилась в живую лисичку. Обрадовались лисы такому счастью. Не было у них ведь ни детей, ни внуков. «Будь нашей внученькой, деточка!» — попросили хозяева лисоньку. Та согласилась, и зажили лисы втроем лучше прежнего. В еловом-то лесу темным-темно, а на сердце светло им и радостно. Тут
этой сказочки конец, а кто слушал, молодец, сказала Иоанна огненным лисятам. Глядь, огонь в камине совсем потух. Пиф и Паф куда-то пропали. Тут и мама с папой пришли, удивились. Так темно, как ты сказку свою тут читаешь? Не читаю, рассказываю, тихо сказала Иоанна. Глаза ее стали сами собой слепаться. Папа взял свою дочу на ручки и отнес ее в детскую спальню. Лишь коснулось ушко подушки, так уснула вся девочка разом. Снилась долго ей новая сказка. И подумала Иоанна сквозь дрему. Расскажу ее завтра лисятам.